Максим, привет. Привет, Артур. Сегодня 9 октября, 15:00 московское время. Мы снова вместе. Сегодня я хотел бы предложить тебе обсудить Израиля-иранский конфликт. Но перед тем, как мы начнем, я хотел бы напомнить нашим слушателям и зрителям о том, что на нас можно подписаться в разных сообществах, например, в Рутюбе, Ютьюбе и ВК-видео можно нас смотреть, а в Яндекс.Музыке, ВК-музыке и Apple подкастах можно нас слушать. А в Телеграме еще и переписываться. Да, у нас есть канал в Телеграме, там есть чат, в котором можно общаться с нами и друг с другом. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. В общем, все, что хотите, то и ставьте. А все ссылки будут в описании к видео. Да. Ну что, начнем. Я предлагаю начать немножко в историю, начать с истории возникновения Израиля. Ты меня, пожалуйста, поправляй. Да. И Слушай, добавляй. я тут сначала такую лирическую мушнотку попробую добавить, в том смысле, что сегодня мы говорим, в общем, про конфликт на Ближнем Востоке. Я помню еще ребенком, знаешь, как перед школой включаешь там телевизор, новости, и практически каждый день, мне кажется, там, ну или уж раз в неделю точно что-нибудь про конфликты в Газе, Ближний Восток, Ясер Арафат. И, ну, я не знаю, как у взрослых в тот период, но детский мозг вообще не понимал, что происходит, и, долгое время я не мог разобраться в том, как вообще это все получилось, как так сложилось, почему они воюют, почему это никак не заканчивается, почему они договориться не могут. В общем, сегодня мы попробуем разобраться. То есть есть конфликты, которые длятся не то что годами, да, десятилетиями, а какие-то даже там веками последние, и причины этих конфликтов, они подчас заложены глубоко-глубоко в истории. Вот туда мы и попробуем сегодня на несколько минут заглянуть. Поэтому начнем с того, что было государство Палестина как часть Османской империи. Ну, это мы, получается, переносимся во времена Османской империи. Да, дополняй, потому что у меня очень тезисно этот Ну, может, блок давай истории. Я тогда чуть-чуть еще добавлю. Здесь мы, конечно, не будем всю вот эту историю народов и государств рассматривать, какие там были в известном на текущий период человечества моменте, да. Скажем, что, когда-то там жил и еврейский народ также, и впервые... Османской империи. Я имею в виду еще там 2000 лет назад, да, если брать, 3000 лет назад, если брать вот этот период. И впервые, как я понимаю, разделен он был еще при Соломоне. Он много сделал полезного, естественно, для своего народа, но в конце жизни, в общем, впал в грехи, и Господь ему сказал, что будешь ты за это наказан, и будет твой народ разделен. И вот 12 колен Израиля, все знают, что Израиль там начался с 12 колен, из них 10 в итоге оказалось на территории Северного еврейского царства, которое затем было разбито ассирийцами. И про историю этих 10 колен вообще история умалчивает. И южнее было Иудейское царство. Там было только 2 колена Израилевых. И они затем пережили вавилонское пленение. И, в общем, много там еще чего происходило, естественно, значит, в истории. И много раз там израильский народ собирался заново, и снова начинались какие-то гонения, расслоения и так далее. Но дальше это все мы, естественно, не сможем сейчас рассмотреть 2000 лет истории. Да и зачем это, да. Перенесемся в важную точку, как ты начал уже правильно, это, значит, Османская империя, которая контролировала вот этот вот весь кусок, где сейчас Израиль, Ливан, Палестина, ну вот это вот все, что в конфликте. Да, но там как раз было государство палестинское, у евреев, как мы выяснили, не было своей территории. Не будем здесь углубляться, за какие грехи и за грехи ли вообще так получилось. Просто, факт такой. Не было своего государства, а было государство Палестина, как часть Османской империи. Но в 1896 году Теодор Герцль, он основывает сионистское движение. Я так понимаю, что проживал он в Европе. Собственно, в Европе он и основывает это движение, именно сионистское, хочу подчеркнуть. И ты хотел что-то добавить именно про сионизм.
Да, ну стало интересно, а как вообще сионизм определяют в мире разные Мгм. народы, потому что мы используем это слово сионизм в особенности, ну, в связи с конфликтом. А что оно значит-то на самом деле? Понятно, что оно происходит, делает нам отсылку к горе Сион, которая Мгм. находится сейчас на территории Израиля. Это священная гора, да, там священная земля для еврейского народа. Это все понятно. Но как определяют сионизм? Стало интересно, как определяют в российской версии, как ну, в англоязычной. В России и там определение, ну, такое, знаете ли, если вслушаться в слова и придавать им значение, то довольно-таки оно двусмысленное и может показаться даже весьма воинственным. В русском определяется как еврейское национальное движение о возрождении еврейского народа на земле Израиля. То есть есть привязка к определенному народу и к определенной земле. Мгм. Не будем проводить аналогии, но ну такое себе. В разные времена разные деятели такие идеи преследовали и были за это порицаемы общим обществом. Значит, в англоязычной среде это определяется как националистическое движение о колонизации евреями земли вне Европы на территории земли Израиля. В общем, это не наши определения, не то чтобы мы их поддерживали. При этом мы точно не против еврейского народа, как и ну, любого другого. Вот. Но определения такие весьма заставляют задуматься относительно того, зачем были задуманы эти движения. Ну да. И вот этот Теодор Герцель, он, собственно, я так понимаю, и начал процесс переселения на земли Палестины, на исторические земли к горе Сион, евреев, которая длилась несколько десятков лет в начале XIX века, и в 1947 году, уже после Второй мировой войны, привело к тому, что ООН разделяет Палестину на два государства. Ну, давай здесь тоже чуть глубже тогда копнем, потому что тут Давай. важные все-таки моменты. Интересно, что вот нам сейчас сложно, конечно, понять, в особенности находясь в России, которая наследница Советского Союза, который точно утвердил, что все народы должны жить в дружбе, да, в общем, и рабочий класс приподнял в своем статусе и так далее. То есть мы такие весьма миролюбивые, и, ну, русские всегда были миролюбивые, но в Советском Союзе, наверное, вообще было зафиксировано прямо на уровне государственной политики. Так вот, нам, находясь в 2024 году в России, тяжело представить, что какой-то вполне себе нормальный, талантливый народ, который живет по всему свету, со всеми взаимодействует, много прекрасных людей, а он является на период вот там 18, 19 и даже 20 Мгм. века угнетаемым. Причем Мгм. угнетаемым не только со стороны нацистов и нацистской Германии, а со стороны вообще цивилизованного европейского, да и американского тоже общества. То есть это они на полном серьезе считают, что евреи, они ну, не ровня Мгм. белому европейцу. И идея переселения евреев бродит давно, и Израиль рассматривается как не единственная вообще точка, куда можно отселить евреев. То есть вообще вы вдумайтесь, да, то есть есть народ, да, у него нет государственности, зачем его куда-то отселять? Ну пусть все живут Мгм. спокойно, но если у них Да. получится что-то создать, ну создают, там, Бог в помощь, вот, но зачем их брать и куда-то целенаправленно отправлять? И рассматриваются весьма экзотические направления. Например, рассматривается остров Мадагаскар. То есть просто взять и народ на остров какой-то Мгм. отправить, да. Кипр, как я понимаю, там, но это было как бы менее серьезно. Вот остров Мадагаскар, это в 1885 году такая вполне себе как бы вот как план, мадагаскарский план называется. Поль Лагард, немецкий историк, предлагал это в проработку. Вот, озвучивалась так же, как идея, по-моему, Эфиопия. Ну, еще там разные страны вокруг, там вот, значит, африканского, в частности, континента. Но останавливаются, да, все-таки, ну, хотя бы на той земле, которая к ним имеет Мгм. прямое Да. отношение историческое. И с Османской империей тоже здесь я хочу остановиться, потому что дело в том, что по результатам Первой мировой войны Россию разными, ну, там, ухищрениями, на мой взгляд, из этой войны, в общем, выкинули, да, устроили переворот родственники Николая. А сами-то, получается, себе получили, значит, пирог в результате победы в Первой мировой войне. И территория Османской империи была разделена между Францией и Англией. И отсюда образовалось государство Турция.
Отсюда образовались Сирия и Ливан, которые были под протекторатом Франции. Отсюда образовалась Месопотамия и Палестина. Палестина потом была разделена еще на просто Палестину и на Трансиорданию. Вот Месопотамия и Палестина были под контролем Британии. И, значит, когда, как ты уже сказал, Теодор Герцль начал вот это сионистское движение относительно того, что нужно евреев туда переселять, там уже жили палестинцы. Кстати, некоторые говорят, что это только русский термин, в целом там есть, другой термин, а в целом они, мол, к арабам больше относятся. И это, имеет место такое право на рассуждение, потому что этот народ, он восходит к сыну Хаму, сыну Ноя. Вот. А евреи — это, соответственно, наследники сына Сима, а русские — наследники сына Иофета. Это если так еще библейское сюда добавить. Вот. И, чтобы было полное понимание людей. И, соответственно, вот в 20-е, в 30-е там уже идет вот эта вот вся возня относительно того, что евреям обозначается точка, куда надо ехать, они сами туда едут. Нацистская Германия, кстати, способствует им в этом. То есть даже там сионистские движения, они в этот момент разделяются на разные. Там кто-то сотрудничает с Германией, кто-то не сотрудничает. Немцы, видимо, лишь бы сплавить куда-то евреев, значит, даже там позволяют забирать с собой имущество в каком-то виде, там, по-моему, не в прямом, а в виде немецких товаров, но тем не менее, в общем, это как-то происходит, способствует этому всему. Палестинцы, естественно, уже тогда говорят, а что происходит? Напряглись немножко. Мы здесь живем, почему вы вдруг сюда решили заселять другой народ, еще и, явно так массово, что, естественно, создаст для нас проблемы. Это очевидно просто. Вот. И в тот момент Палестину, получается, контролирует Британия. Палестинцы начинают устраивать какие-то там восстания, протесты, бунты, еще что-то. Британцы это все подавляют. Подавляют, как я понимаю, даже не в целях содействовать еврейскому народу, а в целях, что у нас есть территория, не надо тут никаких бунтов, мы тут главные. Вот. Палестинцы тогда начинают уже движение, что, мол, а зачем нам вообще тут британцы? Зачем нам тот, кто плохо контролирует эту территорию? И вот тогда уже начинается вся эта история. И в 1936 интересном году палестинцы, организовывают Верховный арабский комитет, который говорит о том, что надо сделать вот 3 вещи. Это остановить еврейскую бесконтрольную миграцию, остановить продажу земли колонистам и создать законодательное собрание, туда избрать от разных представителей народа, значит, людей, и чтобы это все как-то создать какой-то государственный орган, чтобы все это контролировалось. Идея эта отвергается, они начинают забастовку, что оказывается полным провалом, потому что забастовка со стороны палестинцев оборачивается тем, что их рабочие места просто занимают евреи. То есть полный провал. И вот тогда уже начинают у них вспыхивать там вполне себе такие настоящие военные противостояния и так далее. Дальше начинается Вторая мировая война, по итогам которой Британская империя вообще полностью теряет свое влияние. То есть поражение во Второй мировой потерпели на самом деле не только немцы, не только Гитлер, да, но и косвенно Британская империя, потому что она потеряла контроль над всеми своими колониями. И почему важно было проговорить Сирию, Ливан, Месопотамию и Палестину? Потому что во всех этих подконтрольных странах после Второй мировой войны происходят перевороты, восстания, еще что-то. В общем, так или иначе, они объявляют о своей независимости от Франции и Британии, потому что во Второй мировой победил Советский Союз и США. И, соответственно, дальше мы переходим вот тогда уже к 47-му. Да, и в 47-м году он разделяет Палестину на 2 государства. Это Израиль и непосредственно Палестина. Разбивка тогда примерно была 50 на 50, там 46, по-моему, на 54%. Это, наверное, не суть важно. Иерусалим становится под контролем Организации Объединенных Наций как город, в котором 3 религии, да, ислам, христианство и иудаизм. 15 мая 1948 года Израиль провозглашает свою независимость. И уже на следующий день, 16 мая 1948 года, начинается первая арабо-израильская война, в которой принимает участие сам Израиль, против которого ополчились все арабские государства, его соседи: Египет, Ливия, Сирия, Иран и Иордания. По итогам этой войны Израиль занимает уже 78% исторической Палестины.
ну, то есть Израиль эту войну выигрывает, исходя из того, что территория у него становится больше. А в 1967 году шестидневная так называемая война между теми же самыми участниками происходит. Палестина уже на 100% становится израильской, и Израиль занимает и сектор Газа, и западный берег реки Иордан к тому моменту. В это же самое время создается ООП, Организация освобождения Палестины, и рождается Хамас как такое негосударственное объединение, противодействие, собственно, этому процессу. Они хотят вытеснить Израиль с принадлежащих, как они считают, им территорий. Ну, там дальше в 93-95 году соглашение в Осло пытались подписать между Израилем и ООП. Ничем оно не увенчалось, ни о чем не договорились. Ну и мы практически вот здесь сразу перемещаемся уже в настоящее время, пропуская там незначительные события, но это постоянная война, да, про которую ты сказал в самом начале нашего разговора, что как не включишь телевизор, там всегда же на Ближнем Востоке что-то происходит, ну и понятно почему, потому что Израиль со всех сторон окружен арабами, персами, тюрками, в общем, таким анклавом является, и, наверное, это было причиной как раз выбора места, куда их хотели насильственно, да, переместить, или они сами хотели переместиться. Ну, в общем, так или иначе, место хоть Ну, это интересно, да, кстати, момент мы с тобой тоже обсуждали, что да. Тут можно рассматривать по-разному, да, с одной стороны, ты геополитически создаешь такой противовес в регионе, ну, в виде другого народа, с другими там вообще убеждениями и так далее. С другой стороны, а насколько это безопасно для самого этого народа, который оказывается окружен чужаками, по сути. Ну, вот в том-то и дело, да, не специально ли это было, потому что вряд ли люди, не знаю, 50 или 100 лет назад не понимали, что одна народность в окружении других совсем, Превосходящих значительно по по численности. количеству, да, и по всему, она несколько уязвимом положении находится. Ну, Да. как бы, как случилось, так случилось. Но тут надо сказать еще, что Израиль вот в процессе создания, да, можно вот это немножко проговорить, что в целом в процессе восстановления получал, конечно, явно поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки. Можно, наверное, говорить о том, что это была в основном их идея. Ну, то есть, если до Второй мировой это все была, получается, территория подконтрольна Франции и Британии, дальше им нужно было это все штатам разбить, получается, занять этот регион, помимо того, что они разбивали владения Британской империи, так они решили туда, наверное, и поддержать вот идею, что мы свой анклав такой там создадим, Да. недаром там Израиль называют еще дополнительным штатом Америки, и Советский Союз тоже, конечно, сыграл в этом свою роль. Многие не понимают, зачем Сталин это все поддержал, тем более, что у Советского Союза там менялась позиция, но в итоге на последнем съезде и голосовании он поддержал, причем предпоследнее голосование не давало большинства, там кто-то не доехал, Таиланд, там, по-моему, Филиппины, еще кто-то, вот их как бы убедили, что надо приехать проголосовать за создание Израиля. Мне, честно говоря, понятно, почему Советский Союз это делал, но зачем Советскому Союзу Британская империя, то есть понятно, что победители отстраняют проигравших, плюс, ну, наверняка Сталин, я думаю, что-то за это тоже получил, просто это не озвучено. Например, там технологии или уступки в каких-то других геополитических конфликтах, еще что-то. Ну и в целом просто ослабление, ну, бывшей Британской империи, это тоже себе хорошая цель, даже если ты не контролируешь Израиль и так далее. Ну да. Ну и мне кажется, что в те времена отношения, наверное, были получше. Не наверное, а совершенно точно, да, у России, США. Во-первых, это две страны, которые победили во Второй мировой войне, и, может быть, на общем позитиве решили... Но видишь, с Рузвельтом у них, как я понимаю, вообще были шикарные отношения. Да. Но потом-то с Рузвельтом там что-то происходит. Это тоже отдельная история. Вот с Труманом, видимо, уже не было таких. Ну, наверное. Ну, так или иначе, это был раздел мира между двумя победителями. Да. Ну и все, вот этот вот конфликт тлел, и 7 октября 2023 года о причинах, почему так случилось, мы чуть позже поговорим, но Хамас начал операцию, не знаю, как там она называется, «Возмездие», ну, они там у всех операций красивые названия, Антифада, это да. Возмездие. С обеих сторон причем. Да-да, ну, в общем, он совершил нападение, и давай это как факт просто примем, да, а дальше перейдем к объяснению, где поймем,
попробуем понять и разобраться в причинах, и кому это выгодно. Скажем, тут важно, мне кажется, да, мы, естественно, любые террористические акты не поддерживаем, мы против терроризма, мы против всех запрещенных, значит, организаций и так далее, и действий с их стороны. И в целом, ну, у нас относительно там евреи, иранцы, персы, палестинцы, арабы, у нас нет вообще никаких предпочтений. Мы из России, мы за Россию, вот, ну и плюс мы точно не поддерживаем, что кто-то там, какой-то народ лучше другого или хуже, а уж тем более простые люди в целом все достойны, чтобы жить, строить свою жизнь, заниматься своими любимыми делами, семью заводить, детей рожать, продолжать потомство и так далее. Да, все так. Более того, поэтому и слишком углубляться в историю не хотелось, но пришлось, да, для понимания общих процессов, потому что здесь, ну, мне кажется, что нет правых и виноватых. Всегда есть одна сторона, другая, и можно доказать и ту, и другую точку зрения. Поэтому хочется взять несколько фактов, да, и уже перейти к настоящему времени и просто посмотреть, а кто есть кто в этом конфликте. И вот давай перейдем как раз к Именно этим так. фактам, да. Сейчас в Израиле население 10 миллионов человек. Из них около 7 миллионов — это евреи, и 2 миллиона — это арабы, ну, палестинцы. А ВВП Израиля по паритету покупательской способности 531 миллиард, ну, полтриллиона для простоты. Вокруг Израиля есть соседние государства: Ливан, Сирия, Иордания, Египет, Ирак, Саудовская Аравия. Население у Ливана, например, 5 миллионов человек, из них арабы 95%. Население Сирии 23 миллиона человек, из них арабов 80%. У Иордании 12 миллионов, арабов 95%. Египет — самое крупное государство региона, 108 миллионов, из них арабского населения 90%. У Ирака 47 миллионов, из них арабов 95%. Саудовская Аравия 39 миллионов, из них арабы 100% населения. Итого эти государства, которые расположены непосредственной границ Израиля, это 235 миллионов человек с молодым, преимущественно арабским населением. В самом Израиле еще 2 миллиона арабов и только 7 миллионов евреев. Так что вокруг полностью получается враждебная среда. Ну, как враждебная, это мы сейчас привыкли говорить враждебная. Так-то у народов нету желания обычно между собой конфликтовать. Ну, как бы живите и живите, тем более если территория там небольшая и претензий на соседей нету. Видишь, это если естественным образом бы так складывалось, да, а когда искусственным туда заселили спустя тысячелетия, конечно, враждебно и у одних к другим, и у этих к первым, оно понятное дело. Есть претензии, да, и с той, и с другой стороны. Турцию еще добавим сюда, 85 миллионов человек. Это еще отдельный как бы народ, да, тюрки. И Иран рассмотрим, 90 миллионов человек и ВВП порядка 400 миллиардов долларов. То есть по ВВП сейчас Израиль и Иран, они сопоставимы. Если взять вот текущий конфликт, да, и два через прокси соперника, как нам говорят, это Иран и Израиль, у них сопоставимые экономики, только население Ирана в 9 раз больше, и арабское население, оно обычно сильно моложе, хотя в Израиле тоже население достаточно молодое, и много людей переехало в Израиль за последние годы семьями, поэтому Израиль тоже достаточно динамично развивающийся. Кстати, не знал, оказывается, в Израиле запрещено заводить, ну вот именно на территории государства Израиля запрещено заводить семьи, браки заключать не с израильтянами. То есть еврей не может жениться на нееврейке. Он может выехать за территорию страны, там заключить брак и вернуться. И, ну, это признают, потому что, ну, как бы брак, заключенный в другом государстве, невозможно признать. Но вот на территории самого не признают. Тоже, конечно, двусмысленно можно это смотреть, да, можно здесь подумать, что, ну, как-то это ущемление там прав и вообще значимости разных народов и так далее. Ну, а можно и посмотреть просто как то, что это защита, ну, чтобы не выродился собственный народ. Да. Таким образом, вот из этих фактов видно, что Израиль окружен несколькими государствами, которые между собой, кстати, тоже не очень дружат, да, там тюрки и там Иран, например, это шииты, а арабы — это сунниты, тюрки отдельно, и все эти очень большие... Турция — сунниты. Турция сунниты, да, но они себя позиционируют как отдельная там сила, которая, вокруг которой тоже хотят объединить исламский мир, и у каждой этой страны есть какие-то свои претензии. Плюс ты правильно сказал, что в регионе активное присутствие Америки, сам Израиль
как это, 52-й, да, штат, Да. или, можно сказать, авианосец, который стоит на берегу. А здесь, кстати, нельзя тоже чуть-чуть не вернуться в историю. Интересно, что вот, ну, по воспоминаниям, я так понимаю, да, современников, там, по тому, что я находил у разных историков, кто в этой теме точно разбирается лучше, чем мы, они говорят, что, мол, вы поймите, даже после Второй мировой войны отношение к евреям, да и вообще, ну, вот к разным таким народам, значит, ну, мол, не белым европейским, оно продолжало быть весьма таким, ну, не цивилизованным, не на том уровне, как сейчас. То есть, ну и в целом в Америке, получается, в тот момент, да, к темнокожему населению, действительно мы знаем точно, что там вот эта политика сегрегации и так далее. Даже несмотря на Холокост, к евреям продолжается такое отношение, ну, весьма странное. И, ну, есть версия, что одна из вообще причин, почему американцы в том числе, помимо геополитических разных игр, всю эту историю поддержали, это чтобы миграция еврейского населения не пошла к ним, чтобы они не оказались в Нью-Йорке, а чтобы они вот там отдельно строили где-то свою государственность. И так и до сих пор между ними есть виза между Израилем и США. Она, понятно, сейчас уже там значительно проще. Со временем там совсем это стало, возможно, уже формальностью, вроде как сейчас наконец хотят это отменить. Но, тем не менее, хоть и штат в плане представления интересов, да, но визу, будьте добры, сходите, оформите. Но при этом я тебе вчера сбрасывал цифру. В Америке самая большая диаспора евреев, порядка 6 миллионов, при том, что в Израиле живет 7. То есть там целые районы в Нью-Йорке заселены евреями, это ашкенази в основном, то есть такие ультра-ортодоксальные евреи, которые ходят с пейсами, в шляпах. Ну, те, кто и не признает Израиль. Кафтанах, да, но они немножко, да, сейчас против сионистского Израиля, но в целом диаспора огромная. Надо, кстати, наверное, здесь проговорить, да, почему они против, не все, наверное, знают. Дело в том, что есть мнение, что еврейский народ имеет право обрести свою государственность только тогда, когда будет второе пришествие, ну или просто там в их понимании пришествие Мессии, потому что относительно Иисуса у них тоже свои там, ну, просто шокирующие для христианина взгляды. Они не признают его как пророка, и там часть Писаний из Ветхого Завета тоже не признают, ну и истории. Значит, и соответственно, пока нет пришествия Мессии, не должно быть организовано государство, иначе его результат понятен с их точки зрения религиозной. Он будет весьма плачевный, ну, для собственно, еврейского народа. Вот. Поэтому они против этого всего. Да, даже внутри Израиля я знаю, что они поддерживают там скорее Палестину, чем текущее государство. Ну да. И диаспора вот эта американская, она в разы больше, чем где бы то ни было. То есть в России, по-моему, официально 150 тысяч всего лишь евреев, и мы на 5-м месте. А в Америке, то есть там больше всего в Британии, на 3-м месте, во Франции тоже много, и вот Америка выделяется, ну, то есть практически население равное Израилю. Интересный факт. Так, еще предлагаю обсудить, с чего начался вообще процесс. Ведь все забыли, что в Израиле против премьер-министра забастовки и стычки начались до столкновений вот с Хамасом в прошлом году из-за судебной реформы. То есть Нетаньяху хотели... Ну, то есть там общество раскололось на две части. Одни поддерживали правительство, другие поддерживали, там, в данном случае, судебную реформу. А суть судебной реформы была в том, что Верховный суд мог отменить любое решение правительства. То есть, по сути, из верховных судей, из небольшого количества людей делали власть, которая, ну, собственно, может все внутри страны. И это сильно, естественно, не нравилось избранному правительству, которое возглавляет Нетаньяху. Кстати, он возглавляет его, по-моему, очень долго в последнее время. Многим это уже надоело и не нравилось. И вот постоянно шли там стычки и То есть протесты. они хотели ограничить суд в правах, да? Да.
Ну, кстати, Да. в России тоже, ну, мне кажется, в любой стране такая практика, что у нас есть Конституционный суд, да, который законы проверяет на то, что не противоречат ли они Конституции. В целом так можно, получается, любое постановление Думы опровергнуть, но только в том случае, естественно, если оно действительно противоречит Конституции. Мне кажется, это, ну, нормальное уравновешивание такое. Ну, в целом, да, но там же все-таки премьер-министр главный, то есть это Мгм. парламентская республика, поэтому, видимо, Да-да-да. они совсем не хотели, чтобы кто-то мог ограничить их права. Но, наверное, здесь, как мне показалось, не важна причина, а важен сам факт. Общество раскололось, и власть под действующим президентом, это тоже важно отметить, она шаталась. И, возможно, то, что произошло случайно в виде нападения Хамас 7 октября, оно немножко этот процесс развернуло вспять, потому что общество, естественно, после таких событий консолидируется вокруг действующей власти, и никаких Это там правда. реформах, изменениях, не знаю, выборах и так далее речи уже не идет. Главное справиться с той проблемой, которая С сейчас внешней стоит, угрозой, с да. внешней угрозой, да. Поэтому интересная заметка, случайно совпало или нет, но время было играло на руку Нетаньяху. премьер-министру, да, и Нетаньяху. Также нужно напомнить, что говорят, и есть об этом свидетельство, что Нетаньяху еще с 90-х, по-моему, с 2000-х, очень близкий друг Трампа. У Да-да-да. них какие-то и бизнес-интересы, и Трамп активно, и Трамп и его семья поддерживают Израиль, и евреев, и сами Кушнир, да, по-моему, фамилия Зятя Трампа. зятя Трампа, да, мужа и его дочки. Ну, Трамп вообще, по-моему, даже открыто заявлял, что он придерживается иудохристианства. Есть вообще, да, такое интересное ответвление вот от всех религий. Оно какое-то такое экумистическое, как я понимаю, что, кстати, не приветствуется священными писаниями, потому что экуменизм — предшественник антихриста. Вот. Трамп что только, по-моему, не заявлял за это время, но да, не знаю, как сказать, бог ему судья. Да. Да, но в целом, да, есть ощущение, и Трамп это заявляет публично, что он поддерживает и Нетаньяху, и Израиль, и, наверное, в случае победы республиканцев на выборах, которые будут 5 ноября, уже через 3 Мгм. недели, Совсем немножко осталось. да, наверное, Израилю будет полегче этот конфликт тянуть. Ты думаешь? Ну вот, с одной стороны, как бы да, с другой стороны, с такой диаспорой огромной в Америке в виде 6 миллионов и лобби еврейского, как бы кажется, и вообще демократы более близкие по духу, да, там, не знаю, к сионизму и к текущему государству. Вроде бы как их и демократы должны поддерживать, но А почему-то не А поддерживают. знаешь, что я читал, что это в течение, ну, вообще многого времени продолжается, что республиканская партия, она больше так озвучивает какие-то такие вещи, ну, декларирует, по крайней мере, в Мгм. качестве лозунгов, что они, мол, вот, которые играют как будто бы на руку Израилю. Ну, что же, кстати, спорно. А общество-то при этом, вот, например, еврейское общество, проживающее в Америке, больше голосует за демократов. Ну вот, да, здесь сейчас так переплетены интересы всех, что, ну, однозначно мы не можем говорить, что республиканцы, они за это, против этого, демократы. То есть есть силы внутри, которые уравновешивают, с одной стороны, сдерживают, и с другой стороны, растягивают все эти противоречия. Но просто тоже как факт и как заметку на полях сделаем, что Нетаньяху и Трамп Ну, друзья достаточно точно, да. близки, Ну, или дружат партнеры и, там. да, могут в предвыборных раскладах одно влиять на другое. Ну, Кстати, да. а именно война, да, влиять на текущие политические расклады еще и через нефть. То есть помимо того, что через просто конфликт, который неприятен для действующей власти, для действующей партии в США, а именно для демократов, и они могут прослыть теми, кто во время президентства, например, Байдена, да, 2 конфликта разгорелось. И Мгм. Россия-Украина, которые они не смогли к Ну выборам, ну, да. на текущий момент, да, не остановить, не решить. И Израиль-Иран на Ближнем Востоке. И это потенциально конфликты, которые могут В общем, это такой хороший аргумент для республиканцев в течение очень президентской хороший. И гонки. Трамп его активно использует Ну да. практически на каждом выступлении. Он это говорит, так что это ему на руку. Ну и через нефть, понятное дело, сейчас мы коснемся этого вопроса. Тоже цены на бензин очень важны для американского избирателя.
ну вот сейчас они как раз могут повлиять, если конфликт вдруг разгорится. Так Ну, что важны тоже... просто в силу, я так понимаю, там общеэкономической ситуации, да, когда люди тратят больше денег из своего кармана на бензин, естественно, они реагируют на это плохо, они связывают это с управлением внутри страны и говорят, что, ну, мы плохо управляете. Именно так, потому что там система немножко другая, у них все производители нефти независимые, они никаких госзаказов напрямую не исполняют. Если цена на нефть растет, то цена на бензин у них растет мгновенно и сразу. То есть нет никакого демпфера, нет никаких там сдерживающих сдержек и противовесов, они просто переносят цену на галлон. И разница может быть там буквально не знаю, в 2 раза. То есть Вот не тебе было... капиталистическое общество, да? Да, У нас было... гораздо более социальное, ну, в получается, устройство. этом смысле, да. И этот фактор очень серьезный. То есть есть несколько факторов, которые принято считать, так чуть отвлечемся, влияют сильно на американские выборы. Первое — это нефть и цена бензина, которые смотрят и непосредственно прямо в моменте бьет или не бьет по карману избирателя. Второе — это процентная ставка на платежи по ипотеке. Там тоже мгновенный пересчет. Там очень много платежей, привязанных к ставке. Если у нас ставка фиксированная на ипотеку, взял по 10% и 30 лет платишь, или 20, или 10. А там ставка связана со ставкой рефинансирования. Если ставка опускается, то, значит, платежка приходит на меньшую сумму. Если ставка поднимается, то на большую. Почему ставку понизили в сентябре месяце на последнем заседании ФРС сразу на 50 пунктов, чтобы следующие несколько платежек, октябрьская, ноябрьская, пришли, и избиратель увидел, что жить стало лучше. Экономика не кусается. Да, экономика... Нет, я хотел сказать, что в данном случае понижать ставку именно в сентябре было абсолютно не обязательно. То есть не было данных, которые бы так просто подвели и понизили. В общем, это политическое, а не экономическое решение. Да, однозначно как бы будет сопутствовать. И еще фондовый рынок. Если фондовый рынок растет, то действующий президент переизбирается. Ну или действующая партия в данном случае, да, в таком контексте будем говорить. Если фондовый рынок падает в выборный год, то партия никогда не переизбиралась. То есть у них есть статистика за все предыдущие годы. Так что бензин, ставка и фондовый рынок напрямую влияют, и все сейчас, ну как бы стабильность такая играет на текущее, она играет на пользу демократов, потому что фондовый рынок на максимальных значениях, нефть недорого, ну, то есть она тут пыталась вырасти, но опять упала. В общем, не так дорого, как могла бы быть, если бы конфликт разросся. Еще и ставку в сентябре понизили. Если фондовый рынок падает, то никогда не переизбирают президента, да? Да, действующего. Здесь цикл Интересно. немножко сломался, потому что Байден вроде бы как, ну, в смысле, не вроде бы как, уходит, а Харрис приходит, но чистая преемственность, так что можно сказать, возможно, что... упрощение очень с моей стороны будет, да, но по сути, если считаем, что фондовый рынок по большей части в руках финансистов, которые за демократов, которые за глобалистов, то если бы было реальное противостояние, ну, по крайней мере, в предыдущие годы, можно было бы легко управлять, а получается, что нет. Да-да, все играют. Здесь кажется, что все играют в одну игру. Это мы с тобой обсуждали в предыдущем ролике. Но, во всяком случае, там идиллия и полная идиллия, которая сейчас происходит. Только вот эти вот незначительные колебания на Ближнем Востоке заставляют усомниться, что это не договорняк, хотя, может быть, это как раз то исключение, которое лишь подтверждает правила. Ну, сейчас обсудим по поводу того, кому это выгодно, кому нет. Не знаю, у меня, наверное, по фактам все. Так, переходим мы в целом, к версиям. Да, мы в целом пробежались по всему. Сейчас есть еще пару фактов, связанных с нефтью, как раз, которые мы обсудим в версиях. Ну, а версии, собственно, я бы сформулировал, наверное, вопрос так. Выгодна ли Ирану война, да, и выгодна ли Израилю война? Исходя из ответов на эти вопросы, мы попробуем понять, ну, в общем, что происходит какие и что у кого мотивы, да. Какие мотивы, какие есть реальные игроки на У меня вот выписаны по пунктам, что для Ирана, почему война для Ирана невыгодна. И нет ни одного пункта, может быть, ты добавишь или поправишь, по которому Ирану эта война сейчас выгодна. Так вот, из минусов для Ирана у меня первый пункт. У него нет ядерного оружия. Сейчас Израиль единственная страна на Ближнем Востоке, у которой есть ядерное оружие. Его, правда, совсем немного, но все-таки у Ирана официально нету. Но это та страна, которая по прогнозу
МАГАТЭ, по-моему, в течение 5-10 лет должна этим оружием заручиться. Но пока официально нету. Средства доставки есть, ракеты мы все видели, вроде бы настоящие. Даже гиперзвук. Гиперзвук, да, но на ядерное оружие официально нет. Хотя ядерная программа у них давно ведется и оружие разрабатывается. Гиперзвук, кстати, есть всего только у нас, у китайцев и у Ирана, да? У американцев вроде бы. Нету еще. У американцев точно нет. Да, нету. Соответственно, первый пункт, у них нету ядерного оружия, поэтому время играет на стороне Ирана. Ему нет смысла ускорять этот процесс, потому что сейчас в ядерной какой-то противостоянии между Ираном и Израилем у Израиля преимущество, потому что он официально обладает этим ядерным оружием. Второй пункт — это как раз рост цены на нефть в случае войны. В этом случае будет обязательно перекрыт Ормузский пролив. Это пролив, выход из моря, да, где нефтедобывающие все страны, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия. Из Персидского залива, из Персидского залива, да, Кувейт, они все становятся заблокированными и не могут выйти, а пролив там очень, очень небольшой. И, кстати, большинство портов Ирана тоже находятся внутри, то есть до этого пролива, если вдруг он будет то есть заблокирован. Логика, что да, что военные действия приведут просто к блокировке пролива, либо случайно, либо специально. Логистика. Да, как мы помним, там 1-2 корабля, севшие на мель, и уже происходит перекрытие, а 20% потребления нефти в мире получаются проходит через Ормузский пролив. Так что это очень серьезный фактор. Сейчас хуситы перекрыли из Красного моря выход Баб-эль-Мандебский пролив. Там 10% мирового грузооборота. Поэтому если конфликт начнется, то он неминуемо перекроет эти два пролива, станет логистика, соответственно, нефть взлетит, и это невыгодно ни одной из развитых стран, ни Соединенным Штатам Америки, ни Китаю. И я думаю, что и та, и другая страна в этом контексте только нам не заинтересована. России конфликт тоже не выгоден. Не, конфликт нет, рост на нефть, я имею в виду, если рассматривать как отдельный нефть, фактор просто. Да. То есть Китаю мы, наверное, смогли бы нефть поставлять обходом, да, и другим путем, если бы было перекрыто, потому что в Китае Китай покупает нефть и у Ирана, хотя Иран под санкциями, под эмбарго, и у саудитов, естественно, у всех, и у России. Поэтому если путь останется один, понятно, насколько возможно, Россия, и цены поднимутся, и, естественно, количество будет. И не обязательно для Китая, для Индии в том числе, потому что просто цены же определяются на бирже, цена вырастет там до 100, не знаю, $150. Даже с дисконтом наша нефть будет продаваться очень сильно задорого. Но России этот конфликт, кажется, что тоже был бы невыгоден, потому что Иран наш союзник сейчас. Если Иран не вовлечен на текущий момент в конфликт напрямую, то у него есть ресурсы помогать нам, какие-то мощности завода направлять на производство чего-то, что там необходимо нам. И в обратную сторону, естественно, это тоже работает. Но если Иран вовлечется в конфликт, то получится так, что как бы не нам ему еще пришлось помогать. Помимо одного нашего текущего конфликта в зоне СВО, еще и отвлечение на Ирана. То есть как бы Российская Федерация, как один из крупных игроков, тоже против. Ты, здесь очень справедливо, кстати, это заметил и правильно проговорил этот фактор, потому что многие расценивают эту ситуацию, что вот если сейчас разгорится на Ближнем Востоке, то, мол, все внимание от российско-украинского конфликта перейдет туда, соответственно, нам будет попроще. Да нет, мы не сможем просто так взять и бросить Иран, скорее всего. Тем более, если там против него будут те силы, которые, я не имею в виду Израиль, я имею в виду тех, кто стоит за Израилем, противостоять, то нет, нам это, конечно, не на руку. Да, здесь еще надо учесть, что американцы в предыдущем, по-моему, выпуске мы говорили, по своей собственной доктрине не могут вести больше 2 косвенных и 1 прямого конфликта. Да. Сейчас 2 косвенных уже есть, они поддерживают и Украину, и Израиль. Они не могут его не поддерживать, потому что там их военные базы, там все, и они десятилетиями накачивали, в том числе оружием, деньгами, производством и так далее. Поэтому в этом смысле США не очень заинтересованы в новом сильном конфликте, потому что это на 100% отвлечение их собственных сейчас сил, внимания
у них выборы впереди, это раз. А два, после выборов тоже непонятно, что у них будет с внутренней повесткой. Так что это как раз такое, с одной стороны, окно возможностей, да, для каждого из участника текущих конфликтов, потому что гегемон, который уже не совсем гегемон, да, но все-таки он даже не будет иметь возможности, ну, напрямую участвовать в чем-то, потому что будет занят своими собственными проблемами. Так что получается, что и Китай, и Россия, и Соединенные Штаты Америки, как и сам Иран, не заинтересованы, на мой взгляд, в прямом и сильном конфликте на текущий момент. Про Иран ты проговорил минусы, я сюда добавлю просто такой, знаешь, как с точки зрения здравого смысла. То есть, окей, Израиль там может, ну, про Израиль сейчас проговорим, да, у него есть какие-то там могут быть интересы, еще что-то. Иран не имеет границ с Израилем, ему вообще зачем, по какой причине ему надо в это все вмешиваться? То есть вот есть страна, живет своей жизнью, там развивается, что-то пытается сделать, зачем вдруг ей по какой причине начинать войну? Ну вот единственный фактор, мы с тобой это обсудили только что, ну за там, 10 минут до эфира, это то, что Нетаньяху тут недавно во время поездки в Соединенные Штаты Америки, которая была, по-моему, в сентябре, ну буквально несколько недель назад, он провозгласил создание Альянса Авраама. То есть он хочет объединить, как я понял, суннитов против шиитов. Ну, шииты — это Иран, да, сунниты — это арабы и тюрки. Видимо, Израиль хочет продолжать быть вот такой вот самой главной страной на Ближнем Востоке и с помощью американских денег, очевидно, там или чьих-то денег, больших и влияния, и поддержки, стать таким арбитром в регионе. Мне кажется, что вот это может противостоять планам Ирана самому стать такой страной, не знаю, центральной в арабском мире. Да и тюрки, наверное, на это не согласятся. Но, в общем, там очень много противоречий внутри даже исламского мира. Как вообще шииты или сунниты могут это поддержать, если это провозглашает иудей? Ну, вот, мне кажется, такая безумная идея, которая просто сделана для того, чтобы под нее отлично собрать деньги, влияние и так далее. В общем, возможно, пиар. Так, да. Может, с опорой на американские базы в Саудовской Аравии и во всех странах Персидского залива, может быть, без, но как бы факт есть факт. Но такой аргумент так себе, я согласен. Весьма такая похожая пиар-акция, да, на действия одного главы государства, ну или, я не знаю, государства ли это еще, да, там, соседнего, в общем. Да. Ну вот так вот, кажется, что мы с тобой здесь согласились в том, что Ирану эта война невыгодна, провоцировать он ее как бы не должен, и, конечно, он может действовать через своих прокси, и через Хамас, и через Хизбаллу, и через йеменских хуситов, но это, бы я так сказал, какие-то покусывания, да, которые были постоянные, и последние там несколько десятков лет они не прекращались, и так были, и никакому прямому столкновению не приводили. То есть каждый решал какие-то свои задачи и отступал обратно на свои позиции. Ну и потом, если тебе это не надо, но тебя пытаются все-таки вот, значит, спровоцировать на это, ну да, ты отвечаешь через прокси, ты все равно не сглаживаешь. Сам. Ну то есть, сглаживаешь. Окей, с Ираном понятно. Теперь попробуем ответить на вопрос, а выгодна ли Израилю война. Вот у меня здесь больше факторов за то, что ему выгодно. Ну, во-первых, то, что мы сказали, под Нетаньяху шаталось кресло, там же вплоть до уголовных дел очень много на него, на его окружение. Вот эта вот судебная реформа, видимо, хотели качнуть но он там не ушел, возможно, даже пошел ва-банк, пытаясь таким образом провокациями, да, объединить вокруг себя. Под провокациями я имею в виду и вылазки разведчиков там с взрывами пейджеров, ну вот всякие вещи, которые последние месяцы проходили, кажется, там абсолютно нелогичными. Хочется сказать, зачем вы это делаете, спросите, и там остановитесь, не надо эскалировать. Все должны хотеть мира там, вокруг себя и в своем регионе, и для своей страны, но как будто бы здесь была ровно обратная логика. Чем хуже, тем лучше, тем больше общество сплочено, тем дольше человек находится на власти, просто защищая свои интересы экономические или просто жизненные. В общем, исключительно преследуя выгоду, личную или там, выгоду для правящей верхушки.
Да, то есть это, мне кажется, такой достаточно сильный аргумент. Второй аргумент по поводу ядерного оружия, что у Израиля, у единственной страны на Ближнем Востоке есть ядерное оружие. Это уже сильный фактор главенства и превосходства. Поэтому Израилю, понимая, что это оружие может появиться у противоположной стороны через какое-то время здесь играет против Израиля. Надо разыграть эту карту сейчас, Да, а то не да, разыграешь никогда. чем раньше, тем лучше, потому что дальше уже, может быть, не будет смысла ее разыгрывать, если сторона противоположная покажет, что у нее тоже есть, тогда просто карта бита останется. А сейчас козырь этот, очевидно, есть у Израиля. Дадут ли ему применить и захочет ли он сам это сделать? Думаю, что если да, то это будет погибель для него, но все-таки как бы сейчас карты такие. Ну и союзники Израиля в регионе в виде Соединенных Штатов Америки, мне кажется, скоро могут после выборов, но до инаугурации, или и после выборов, и после инаугурации могут немножко отвернуть свой взор от внешних факторов в пользу внутренних. И это тоже может быть для Израиля окно возможностей решить что-то, выбить себе позиции получше сейчас, потому что дальше просто не будет такого могущественного союзника, который сможет защитить, покровительствовать и просто скажет, ну, разбирайтесь сами, у нас нету на это ни сил, ни возможностей. Как США уходила из Афганистана, это, конечно, не корректное немножко сравнение, но мы помним, несколько лет назад просто собрались и ривидерчи. Да. Здесь баз у них гораздо больше, и регион для них сильно более важен, но все-таки. То есть... Здесь вообще такой момент, да, то есть твой патрон, назовем это так, уже не контролирует ситуацию совсем, да, то есть не на 100%, он не имеет возможности просто давать прямые директивы, поэтому ты имеешь свободу с точки зрения принятия решений, ну, относительно, то есть он тебе говорит, не делай этого, а ты говоришь, ну, а я хочу, и делаешь. И они не в силах тебя остановить, как мы видим, то есть американцы не смогли остановить Израиль, хотя, ну, очевидно, что, да, там заявления, по-моему, даже прямые были в открытые, я имею в виду в СМИ, ну, и точно там переговоры летали и так далее, значит, но при этом он тебя не покинул еще, этот патрон, то есть он продолжает тебя охранять, ну или охранять, наверное, свои интересы, которые с тобой переплетены и находятся внутри тебя вообще. И, соответственно, вот это такое окно возможностей для смелых действий. А так, ну да, ну понятно, что, то есть, если рассматривать исключительно с позиции государства Израиль, то у них есть вот проблема с государственными границами, можно так это назвать, да, нерешенная, которую надо решать, и вот окно возможностей, и они эти границы отодвигают. Да, да, именно так. Ну, помимо тех пунктов, которые мы уже проговорили, здесь вот такой интерес тоже есть. То есть американцам, правильно ты сказал, им, с одной стороны, они могут не поддерживать, потому что это оплот демократии в регионе, и база, и оружие, и интересы, и лобби израильское в Америке, а с другой стороны, они не могут поддержать. Ну, в частности, демократам сейчас это просто невыгодно перед выборами, потому что нефть взлетит, и переизбраться в таком случае будет сложно. Просто сентимент будет очень негативный перед выборами. Просто, типа, упускают контроль над всем миром. То есть претендуют на контроль, а сами его упускают уже ни в одной части света и ничего не могут с этим поделать. Даже через свои прокси, ну, никак не повлиять, я имею в виду Израиль, просто выходит из-под контроля. Из минусов для Израиля войны, ну, они очевидны, это и ослабление экономики, да, потому что без, ну, страна небольшая, стратегической глубины ни по территории, ни по населению, ни по ресурсам у них нету. Без поддержки внешней, наверное, им тоже будет очень тяжело. Очевидно, что экономика здесь страдает. Бегство населения, наверное, какое-то может быть. Мы это видели, как у нас происходило в России. Я думаю, что какая-то часть населения молодого, прогрессивно настроенного тоже может вполне взять чемодан, собрать и переехать. В первую очередь, наверное, все новые граждане Израиля, новые, тем более, да. И из России и Украины, они первые соберут чемодан и уедут. Да, абсолютно так, а это значительный класс и большое количество, мне кажется, последние там несколько лет прибывших было. Да. Ну и третий пункт из минусов для Израиля — это то, что все сейчас настраиваются против Израиля, осуждают геноцид и в Палестине, и террористические там акты с взрывом пейджеров. Не только исламский мир
виде арабов, там, персов напрямую, да, понятное дело, и тюрков, но и уже большинство, ну или много европейских стран тоже говорит, что пора с этим заканчивать. Многие страны поддерживают декларацию ООН и просят вернуться, да, как единственный формат — это возвращение к, собственно, к тем форматам, которые были в середине прошлого века закреплены, и ни к чему другому. Ну, то есть это потеря Израилем территорий, которые он приобрел за последнее время из-за расширений. Ну, вообще есть риск эту войну-то и не выиграть. Да, это понятно. Есть риск, что эта война перерастет. Все-таки регион маленький, страны густо населены, население там, как мы посчитали, несколько сотен миллионов. Ну, то есть это может просто к страшным последствиям привести. Уничтожить государственность. Да, и не только Израиль напрямую, он как может начать это и сам же и пострадать, но и заберет с собой там много жертв просто будет. Конечно, конечно. И как будто бы есть еще невидимый игрок, да? Ну, относительно невидимый. Кто же это? Опять они? Да, опять они. Опять те, про кого мы в прошлом выпуске говорили, что кто... наверное, теряет место за столом и пытается туда все-таки пролезть. И, ну да, конечно, Британия. Да. Ну вот так, навскидку, это единственное... То есть Нетаньяху хочет удержать власть, Израиль хочет воспользоваться, или там, так сказать, сионистский, да, режим хочет воспользоваться окном возможностей, чтобы, может быть, даже пойдя ва-банк, но свое положение улучшить, потому что если он будет оставаться в текущем статусе кво, то это скорее играет уже сейчас совершенно точно против него. То есть ему нужно эскалировать, и только в эскалации есть какой-то шанс. Без эскалации шанса не будет, он просто будет, ну, съеден постепенно государствами, которые, особенно если вернется формат, предложенный ООН, то... Ну, это вообще для него политическая смерть. И политическая смерть, да, и, может быть, через несколько десятков лет опять он перестанет существовать как государство, просто арабов там, ну, в десятки раз больше, на порядок больше. Но есть еще, да, внешний игрок в виде Британии, который, нам кажется, что это все тоже выгодно напрямую, конфликт. Во-первых, пошатать позиции действующих крупных игроков, это и Китая, и Соединенных Штатов Америки, и России в данном регионе, плюс отщипнуть какую-то часть напрямую или косвенно для своей потенциальной валютной зоны, будет она или нет. А может быть, даже если не будет, просто любой конфликт — это возможность стать переговорщиком, ловить равновесие вот да, на этой мостиком нестабильности. между разными группами. У них все-таки влияние сильно и в Средней Азии, и на Ближнем Востоке, Да. исторически и на Кавказе. И они как раз могут выступить таким модератором и вашим, и нашим, и Израилю сказать давайте, и тем сказать давайте, и со всеми торговать, и решать какие-то проблемы. Может быть, не напрямую получить какую-то часть этих там стран или региона, а вот таким При образом. этом, как у них часто бывает, мне кажется, не имея на то ресурса, но чисто на блефе, на то, что вот есть история, мы там вообще раньше этот регион контролировали и так далее. Да-да. И... Именно потому, что у них нет ресурса, они вынуждены, во-первых, в такие игры вписываться, а во-вторых, их так разыгрывать. То есть они не могут напрямую как игрок выступать, их же не слышно и не видно. Мы вообще никаких новостей из международной как бы повестки, да, из Британии не получаем. Ну вот они таким образом действуют. То есть сильная разведка, сильные связи исторические в регионе, и вот получается, что могут провоцировать Израиль на конфликт, понимая, что после они что-то получат. Ох уж это Альденбургская линия. Да-да. Ну что, получается так, чуть-чуть мы подразобрались в этом вопросе. Наверное, перспективы здесь не очень хорошие. Надеюсь, что войны большой не будет. Надеюсь, что Иран не втянется в эту войну. Просто потому, что война — это плохо, не потому, что мы за Иран или за Израиль. Мы за всех, мы против насилия, против каких-то террористических методов. Пусть бы все жили, как и жили раньше. Евреи же были на Ближнем Востоке и жили, и нормально, и никому не мешали, и им никто не мешал. Вот хотелось бы, чтобы ситуация вернулась именно в то состояние, когда государство Израиль без
каких-то радикальных методов, да, оставался на карте, и жили все. Ну, в общем, суть в том, что понятно, что мы не утописты, да, мир во всем мире, наверное, к сожалению, невозможен, или, по крайней мере, мы должны к этому там прийти, как человечество и так далее, но просто когда эти конфликты раздуваются из ничего, искусственным образом ведутся такими, ну, совершенно бесчеловечными методами, ну, с позиции обычного простого человека, который далек от всего этого, и простые люди от этого, естественно, всегда и страдают, и платят своей кровью за интересы элит. Да. Это все, конечно, ну, невозможно поддерживать, мне кажется, либо только если ты впадаешь в заблуждение. Я думаю, что, знаешь, что можно докрутить здесь еще немножко вот версию, что Британия это все подталкивает, да, то есть мы с тобой это так за кадром обсуждали, что можно ведь это подталкивать, ну, до самого настоящего просто ада и безумия, в том смысле, что, значит, когда 7 октября предыдущего года вот это все случилось, они атаковали сектор Газа, многие думали, что сейчас мусульманский мир ответит Израилю, восприняли это, ну, бездействие за слабость, хотя, ну, с нашей точки зрения, наоборот, это проявление, ну, такого прям вселенского терпения и как раз позиция силы, потому что, ну, не надо точно в это ввязываться, они, к счастью, не ввязались, для них, к счастью. Вот, значит, видимо, британцы поняли, что не провоцируется мусульманский мир, надо эскалировать. Начали конкретно уже бить по Ирану, провоцировать Иран для создания, значит, безумия. А плюс здесь тоже так можно по-разному крутить все это. Ну, Иран такой достаточно самостоятельный игрок в этом регионе, и провоцируя его на конфликт, помимо там всех плюсов с валютными зонами, которые ты уже проговорил, ты еще можешь решить и вопрос власти, перехвата власти в непослушном государстве. Вот. Да. И что самое страшное, мне кажется, это что вот когда такими конфликтами управляет внешний игрок, беспринципный, и для которого вообще не важно, по сути, чем он закончится, здесь может быть разыграна даже и карта ядерного оружия, то есть они просто подтолкнут Израиль на применение ядерного оружия, но это вообще гибель многих людей, кроме того, ну, точно начнется что-то после этого страшное, какая-нибудь глобальная война, катастрофа и так далее, так еще и они-то для себя решат тем самым еще один вопрос. Они распакуют ну, вот, возможность применения в военных конфликтах ядерного оружия. А если им без разницы на сам Израиль как на государство, на израильский проект, потому что он американский, британцам я имею в виду, то они, получается, решают сразу много вопросов. Они списывают американцев с этой карты Ближнего Востока и уничтожают их прокси. Они, возможно, списывают Иран как непослушное государство. Они организовывают хаос и приобретают валютную зону, либо как минимум выбивают эту валютную зону у других игроков. И они имеют теперь возможность применять атомное оружие, причем не со стороны какого-то из оставшихся игроков, а со стороны того игрока, которого больше не будет на карте. Это просто идеальный для злодеев сценарий. Да, ну хочется сказать, как в американском суде после такой речи, что виновен, да, guilty. Все, британцев мы приговорили, рассекретили, да, и поняли, что это именно они. Ну а я думаю, что да, ты во многом прав. Надеюсь, что у них ничего не получится. И позитивная концовка здесь могла быть, наверное, как раз в таком контексте, что возобладает здравый смысл, да что арабы, и персы, и евреи, и все будут жить на своих землях в согласии и без войны. Я надеюсь, что у них, у этих глобалистов, ну, в данном случае мы назовем, да, британцев тоже глобалистами в каком-то смысле, но британцев, да, ничего не получится стравить людей. Те-то глобалисты как будто бы наоборот за то, чтобы статус-кво какой-то устаканить и не разжигать. Да, это американские как бы глобалисты, которые демократы, которые за там торговлю, за как раз свои интересы и за деньги, а здесь денег нету, но есть амбиции и есть желание идти до конца чужими руками, да, развязывать конфликты, да. Желаем, чтобы у них ничего не получилось. В общем, дай бог народам, которые в это ввязаны, благоразумие и процветание тоже, но процветание невозможно, естественно, без благоразумия, и невозможно, когда ты ведешь такие ужасные конфликты. Да. Ну что, всем спасибо, что слушали. Еще раз напомним про наши социальные сети.
на видеохостингов, на аудио, в Телеграме. Подписывайтесь, комментируйте. Будем очень рады. Спасибо, что были с нами, и до следующей недели.